Битва, защитившая Европу от арабов. Сражение при Туре. Эта битва остановила ход истории, которая стала поворачиваться в пользу ислама, сохранив Европу той, какой мы ее знаем и поныне. Если бы христианский мир потерпел в ней поражение, то мусульманские армии дошли бы до Парижа, и в центре Европы появились бы халифаты. Как писал один из английских историков, если бы Карл Мартел проиграл эту битву, то над Лондоном бы высились минареты, а в университетах изучали Коран. 10 октября 732 года франкский майордом Карл Мартел разгромил мусульманскую армию во время их похода на Францию, решительно остановив продвижение ислама в Европу. Битва осталась в истории как битва при Туре или при Пуатье, а у арабов как битва когорты шахидов. Дед Карла Великого, основателя Первой империи Пастримской Европы, Карл Мартел, носил прозвище Молот, который был его любимым оружием. Еще подростком его заключили в тюрьму, так как законный наследник престола мешал захватившим власть узурпаторам. Их правление было столь плохим, что население восстало и освободило молодого короля. Большую часть жизни он провел в войнах с германцами, фризами и саксами, которые беспокоили франков и оставались яростными язычниками. После смерти пророка Мухаммеда скорость распространения ислама была необычайной. Исламские армии были готовы вторгнуться в Испанию из Северной Африки. Победа над Вестготским королевством Испании была прелюдией ко вторжению в современную Францию, и в 717 году исламские армии совершили переход границы христианского мира в самой его северной точке, с арабской стороны. Затем в 719 году они небольшой армией перешли горы и заняли Нарбону, сделав ее своей цитаделью для дальнейшего похода. В 721 году уже большое войско арабов осаждает Тулузу, но там терпит полный крах от войск герцога франков Эда. Однако уже в 725 году арабы переходят в решительное наступление, заняли Ними и договорились с берберскими вождями о подготовке вторжения. Кампания началась с вторжения в Южное королевство Аквитания, и после победы над местным ополчением в битве армия арабов под руководством Абд аль-Рахмана сожгла столицу Аквитании Бордо. Поверженный правитель Аквитании Эд бежал на север во франкское королевство с остатками войск, чтобы просить о помощи со стороны своего давнего врага Карла Мартела. Население франков ждало арабов с ужасом, так как те в Испании однажды высадились на одном из островов и, не найдя там ничего кроме виноградников и их хозяина, схватили его и сварили в кипятке. Франки готовились сражаться с конными людоедами. Полные гнева и гордости, мусульмане прошли через все места, как опустошительный шторм. Процветание покоренных сделало этих воинов ненасытными. Все уступило место их ятаганам, грабителям жизни. Чума сарацин повлекла за собой ужасные разрушения и убийства в Галлии. Беда, достопочтенный. Арабы ведут с собой 80 тысяч воинов, в основном это всадники-берберы, сражаются копьями и мечами, неплохая сила. Однако не утруждают себя разведкой и вообще мало что знают о франках. Аль-Рахман весь свой авторитет строит на джихаде, который нельзя останавливать и нет смысла предугадывать. На все воля Аллаха. Войска арабов разделились на части и начало грабить страну, разрушая монастыри и церкви, чем вызвало большой гнев по всей Европе. Это помогло Карлу быстро собрать войско для атаки, так как взаимные обиды отошли на второй план. Не более 30 тысяч воинов собрали франки, и они были полной противоположностью арабам. Тяжелая пехота, небольшие отряды всадников, которые сильно проигрывали в скорости нападавшим. Франки вошли в город Тур и стали ожидать врага, который не смог бы пройти мимо. Скоро будет зима, и воевать без провианта станет сложнее. 10 октября 732 года Карл Мартел внезапным броском армии из крепости сумел не только настичь арабов, но и оказаться в идеальной для себя местности – лесистой равнине, где тяжелая пехота отлично справится с арабской конницей. Он строит войско в квадрат среди деревьев, камней и полей, так что арабы не могут понять, сколько людей у франков на самом деле. Если Мартел проиграет, франки не смогут собрать такое же войско снова. Арабы же не могут уйти, не разграбив Тур,
иначе алчные берберы просто перестанут воевать. 6 дней арабы кружили вокруг, пытаясь обогнуть врага и оказаться в богатейшем туре. Однако маневр никак не удавался. Нападавшим не нравилось место и время битвы. Франкам же удавалось мастерски блокировать их попытки обхода или выманивания в чистое поле. Время уходило, и Аль-Рахману пришлось начать битву. Сердца Абд-аль-Рахмана, его вождей и его людей были переполнены гневом и гордостью, и они были первыми, кто начал сражаться. Мусульманские всадники бросались яростно и часто вперед против когорт франков, которые мужественно сопротивлялись, и многие падали замертво с обеих сторон, вплоть до захода солнца. Арабы начали стандартно. Вал за валом они посылали свою легкую кавалерию на франков, так как этот прием всегда приносил им успех в Европе. Но в отличие от малочисленных вестготов и немотивированных воевать испанцев, пехота франков была закалена почти сотни лет войны с саксами, славянами и аварами. Это была настоящая стальная стена, об которую разбивались атаки врага. Они побеждали закованных в железо аварских конников, безумных в ярости саксов и непревзойденных в военной хитрости славян. Арабские кавалеристы их явно не впечатлили. Однажды каким-то наиболее яростным арабам удалось прорваться через фалангу франков, и они ринулись прямо к Мартеллу. Однако вассалы короля окружили своего лидера и быстро задавили удачливого врага. Люди севера стояли неподвижно, как стена, они были как ледяной пояс, замерзший вместе, и их нельзя было расторгнуть, пока они убивали арабов. С мечами и копьями в огромных руках франки храбро сражались в гуще битвы, а затем они нашли и убили царя сарацинов. Военная хитрость Карла решила участь битвы. На второй день, по арабским данным, франки считают, что битва была всего один день. Посланная им группа всадников обогнула армии и напала на арабский обоз, где хранилось награбленное и рабы. Видя, что дело всего похода гибнет, и на родину есть шанс вернуться таким же нищим, не менее половины арабского войска бросило поле боя и напало на грабителей. Все это выглядело как бегство армии. Бойцы, видя отход своих, сами показывали спину. Сами арабы пишут, что все их воины позорно бежали перед лицом врага. Растерянный Аль-Рахман тщетно призывал к ним и к их совести и долгу. А затем его окружили франки. Рассвет третьего дня битвы обнажил только франкскую армию на поле боя. Подозревая засаду, Мартелл медлил. Выход в чистое поле, под конную атаку или рой стрел был смертельно опасен. Наконец вернулись разведчики, доложив, что арабы на самом деле ушли и бросили свой лагерь. После чего армия Карла начала погоню за остатками арабской армии, попутно присоединяя к землям франков освобожденные территории. Карл сможет отогнать арабов практически на исходные позиции. Он еще раз разобьет их войско в битве у реки Берии и будет осаждать Нарбонну, однако безуспешно. Этот город еще на 27 лет будет арабским. Тем не менее, арабские завоевания были остановлены. Сначала на востоке Византии, а затем на западе франками. В 735 году арабы попробуют мстить. Угба ибн Аль-Хаджадж поведет новую армию в земли франков. Он дойдет до Леона и Прованса, но Мартелл снова разобьет его войско, на сей раз догнав и истребив каждую его часть отдельно. Битва при Туре считается одной из главных битв в истории Европы, наряду с Марафоном, Каталунскими полями или Лейпцигской битвой. В исламском мире первые оценки битвы были похожими как огромная катастрофа великих планов. Но затем она все менее освещалась и сейчас стала второстепенным событием на фоне блистательных побед. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, и подписывайтесь на канал.